Рада приветствовать вас на своем творческом канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. Сегодня хочу поделиться с вами мастер-классом по созданию рюкзака из джута. В данном мастер-классе мы свяжем овальное донышко рюкзака, абсолютно без схем, зная всего несколько простых правил. Также сделаем обвязку донышка и аккуратный переход от донышка к стеночкам. Далее свяжем стенки основным узором и сформируем клапан рюкзака. Присоединим клапан к корпусу и свяжем лямки вместе с ручкой. Также изготовим внутреннюю застежку, заменяющую утяжку, и установим наружный замочек. Всем приятного просмотра! Инструменты и материалы, необходимые для вязания. Двухниточный джутовый шпагат плотностью 1100 текс. Понадобится около 900 грамм, ориентировочно 800 метров. Вязать будем нитью в 2 сложения. Вторую нить можно использовать изнутри бобины, если нет бумажной втулки внутри, либо из 2 разных бобин. Для вязания донышка, корпуса и клапана будем использовать крючок номер 5 или 6. Лямки и ручку рюкзака свяжем в одну нить крючком меньшего размера номер 4. Для формирования внутренней застежки нам понадобится полукольцо, карабин и магнитная кнопка. При желании это все можно заменить приспособлением по типу утяжки. Для застегивания клапана понадобится 2 пришивные магнитные кнопки, либо замочек-защелка. Также понадобится маркер, мононить, бесцветная нить, похожая на леску, и тонкая игла по типу бисерной. Для пришивания лямок необходима игла с широким ушком. Можно использовать пластиковую или металлическую. Для таких целей удобна в применении гобеленовая игла. Еще понадобятся ножницы и для измерения линейка либо сантиметровая лента. Итак, приступим. Для вязания донышка оставляем свободный конец нити длиною около метра. Чуть позже объясню зачем. Набираем цепочку из 15 воздушных петель. Петли сильно не затягиваем и делаем примерно одинаковой величины. Проверяем количество и делаем еще одну воздушную петлю подъема. Она и будет являться уже первой петлей ряда, поэтому начинаем вязание с 3-й петли от крючка. Первый ряд вяжем столбиками без накида. Вытягиваем нить до петли, находящейся на крючке, а после провязывания подтягиваем. Провязываем предпоследнюю петлю, и в последнюю для разворота вязания нам необходимо провязать 3 столбика без накида.
Подтянем свободный конец нити, чтобы уменьшить отверстие. Далее вяжем столбики без накида с другой стороны ряда в зеркальном порядке в каждую петлю. Провяжем самостоятельно до конца ряда. Итак, провязываем предпоследнюю петлю. И далее хочу обратить внимание, вязать овал мы будем по спирали. У нас здесь есть петля подъема, она же была первой петлей ряда. Но для закругления мы провяжем сюда еще 3 столбика без накида. Третий столбик как раз и пойдет внахлёст петли подъема. Расправляем вязание, и теперь мы можем убрать свободный конец нити. Он нам понадобится в самом конце вязания донышка, когда мы проведем уже влажно-тепловую обработку. С помощью него мы проложим тамбурный шов и закроем все просветы, оставшиеся после набора воздушных петель. А пока временно смотаем его и прикрепим к вязаному полотну с помощью маркера. Начиная со второго ряда будем вязать столбиками без накида только в раскол петли, то есть узором галочки. При вязании данным узором важно, чтобы крючок как с лицевой стороны вошел в центр петли, так и с изнаночной стороны вышел из центра петли. Вводим крючок в центр петли, захватываем нить, вытягиваем снова до уровня петли на крючке и подтягиваем после провязывания. Провяжем самостоятельно до закругления. Далее лучше воспользоваться крючком меньшего размера. Чтобы правильно выполнить прибавки и сделать закругление, необходимо найти петли предыдущего ряда. Именно в этом месте сами галочки видно недостаточно хорошо, поэтому ориентируемся по верхней косичке. Во втором ряду для закругления в каждую из 3 петель предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида в раскол петли. Итак, первая прибавка, 2 столбика. Вторая прибавка, 2 столбика в одно основание. И третья прибавка, тоже 2 столбика в одно основание петли предыдущего ряда.
Далее провяжем самостоятельно одиночные столбики и выполним прибавки с другой стороны овала аналогичным способом. По 2 столбика без накида в каждую из 3 петель предыдущего ряда. Встретимся в начале вязания 3-го ряда. Провязали прибавки 2-го ряда с другой стороны овала, начинаем вязать 3-й ряд. Чтобы не спутать начало ряда, можно в этом месте поставить маркер. Я этого не делаю, в принципе и так всегда есть возможность сосчитать количество связанных рядов. Каждый ряд до места разворота вяжем аналогичным способом, по одной петле в основание предыдущего ряда, узор галочки. Чтобы петельки были ровными, одинаковой величины, не забываем вытягивать нить до уровня петли на крючке, а после провязывания подтягивать нить. Далее встретимся в месте выполнения первых прибавок 3-го ряда. Чтобы научиться вязать овал без схем правильной симметричной формы, нужно запомнить всего несколько простых правил и применять их в процессе вязания. Правило первое. Количество прибавок в каждом ряду одинаковое, по 3 с каждой стороны овала, независимо от номера ряда. Правило второе. Количество петель между прибавками будет увеличиваться на 1 с каждым рядом, начиная с 3-го. Таким образом, в 3-м ряду между прибавками у нас появится 1 петля, в 4-м 2, в 5-м 3, в 6-м 4 и так далее. И правило третье. Прибавку в каждом новом ряду делаем со смещением по отношению к прибавкам предыдущего ряда. То есть нельзя делать прибавку над прибавкой, иначе получим не овал, а многоугольник. На первый взгляд кажется много информации, но в процессе вязания, думаю, все станет ясно. Итак, как уже сказала, в 3-м ряду между прибавками появляется по одной одиночной петле. В 3-м ряду единственный раз, когда мы свяжем прибавку над прибавкой, не соблюдая 3-е правило. Итак, в первую петлю прибавки предыдущего ряда мы делаем снова прибавку, удвоение. Это первая прибавка 3-го ряда. Во вторую петлю прибавки предыдущего ряда провязываем одиночный столбик. Эти действия повторяем трижды. Снова делаем прибавку и одиночный столбик. И в 3-ю прибавку предыдущего ряда провязываем также удвоение, одиночный столбик. Далее со второй стороны овала провязываем все одиночные петли и аналогичным способом выполняем прибавки на втором развороте 3-го ряда. Повторяем трижды одно удвоение, одну одиночную петлю. Закончили вязание 3-го ряда, начинаем 4-й ряд. Провязываем самостоятельно одиночные петли и встречаемся на первых прибавках 4-го ряда. При выполнении прибавок в новом ряду всегда будем ориентироваться по прибавкам предыдущего ряда. Находим первую прибавку, далее одиночный столбик, вторая прибавка одиночный и 3-я прибавка. Помним, что количество прибавок остается прежним, то есть 3, количество петель между прибавками увеличивается на 1, то есть в 4-м ряду необходимо провязать между прибавками по 2 одиночные петли. И начиная с 4-го ряда мы будем выполнять прибавки со смещением на 1 петлю по отношению к прибавкам предыдущего ряда. Итак, мы провязываем следующим образом.
Над прибавкой предыдущего ряда вяжем 2 одиночные петли. Далее делаем прибавку. Снова 2 одиночные, прибавка, 2 одиночные, прибавка. Итак, 1 одиночный столбик. Второй одиночный столбик. Далее прибавка со смещением на одну петлю по отношению к прибавке предыдущего ряда. Такие же действия повторяем еще 2 раза. Одиночный, одиночный, прибавка. И третий раз. Одиночный столбик, одиночный, прибавка. Далее провязываем все петли и выполняем прибавки с другой стороны овала 4-го ряда аналогичным способом. 5-й ряд. Провязываем самостоятельно одиночные столбики и встречаемся на первых прибавках 5-го ряда. Снова находим прибавки предыдущего ряда. Вот первая прибавка, вторая и третья. В 4-м ряду между прибавками мы вязали 2 одиночных столбика, в 5-м ряду их уже будет 3. В 4-м ряду мы смещали прибавку в левую сторону по отношению к прибавкам предыдущего ряда. В 5-м ряду для соблюдения симметрии овала необходимо будет сместить прибавку уже в правую сторону. Итак, в 5-м ряду делаем первую прибавку перед прибавкой 4-го ряда. Прибавка. И далее вяжем 3 одиночных столбика. Вторая прибавка и тоже 3 одиночных столбика. И третья прибавка и 3 одиночных столбика. Далее провяжем самостоятельно и выполним аналогичным способом в 5-м ряду прибавки со второй стороны овала. Я уже провязала начало 6-го ряда, приступаем к выполнению прибавок. Находим прибавки предыдущего ряда. Первая, вторая и третья. В 5-м ряду между прибавками было по 3 одиночных столбика, в 6-м ряду их уже будет 4. Смотрим, насколько симметрично располагаются прибавки по отношению к центру овала. Они в большей степени все равно смещены влево. Таким образом, в 6-м ряду нам снова можно провязать прибавку со смещением вправо. Итак, провязываем первую прибавку и 4 одиночных столбика.
Далее делаем вторую прибавку, снова 4 одиночных столбика. И третья прибавка и 4 одиночных столбика. Провяжем далее самостоятельно до конца ряда и выполним прибавки со второй стороны овала. Провязала начало 7-го ряда, приступаем к выполнению прибавок. Вот наши 3 прибавки предыдущего ряда, между ними 4 одиночных столбика. Смотрим симметричность прибавок по отношению к центру и в 7-м ряду выполним прибавку со смещением влево. Над прибавкой 6-го ряда провязываем одиночные столбики и далее делаем первую прибавку 7-го ряда. Итак, прибавка и далее провязываем 5 одиночных столбиков. Вторая прибавка и снова 5 одиночных столбиков. И последняя, третья прибавка с этой стороны овала. Далее до конца ряда провязываем самостоятельно и выполняем прибавки со второй стороны овала в 7-м ряду. Провязали начало 8-го ряда. Находим прибавки, которые мы делали в 7-м ряду. Между прибавками провязывали по 5 одиночных столбиков. В 8-м ряду необходимо будет провязать по 6 одиночных столбиков. Вот наша первая прибавка 7-го ряда. В 8-м ряду делаем прибавку со смещением на 1 петлю вправо. Вяжем первую прибавку и 6 одиночных столбиков. Далее вторая прибавка и снова 6 одиночных столбиков. И третья прибавка. Провяжем далее самостоятельно и выполним прибавки 8-го ряда со второй стороны овала. Закончили вязание заключительного 8-го ряда овала. На данном этапе перед обвязкой донышка нам необходимо выполнить влажно-тепловую обработку. Проводим ее через ХБ-ткань на среднем уровне пара и температуры. Проглаживаем как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Здесь главное не переусердствовать, так как при избыточном воздействии пара донышко может стать значительно мягче. Пока изделие влажное и теплое, оно легко поддается корректировке. При необходимости расправляем в нужных местах.
После влажно-тепловой обработки можно приступать к обвязке края. Перед обвязкой необходимо более плотно провязать последних 2-3 столбика, чтобы лучше сгладить переход. Обвязку будем проводить соединительными петлями. Для этого вводим крючок под обе дужки косички, захватываем нить и протягиваем сквозь петлю на крючке. И так повторяем далее. Провязав немного, нужно посмотреть, не стягивает ли обвязка край изделия. Если все в порядке, продолжаем также далее. Довязываем до начала ряда. Теперь можно обрезать нить и сформировать завершающую петлю. Для этого вытягиваем нить и повторяем в точности форму следующей петли. Вводим крючок через одну петлю, захватываем нить и возвращаем ее в то место, откуда вышла она из петли. Далее необходимо вывести нить на изнаночную сторону, закрепить ее, завязав узелок, и спрятать кончики под петли по изнаночной стороне. Практически закончили вязание донышка. Теперь нам еще необходимо проложить косичку из соединительных петель в центре овала. Для этого мы оставляли свободный конец нити. Для начала лучше воспользоваться крючком меньшего размера. Начнем обвязку не с первого отверстия, а на ряд выше. Захватываем нить и выводим петлю на лицевую сторону. Далее меняем крючок, вводим его в первое отверстие, захватываем с изнанки нить и протягиваем ее сквозь петлю на крючке. И так продолжаем далее. Стараемся петли вытягивать одинаковой величины и обращать внимание на то, чтобы они не стягивали центр овала. Для удобства в конце применяем крючок меньшего размера и завершаем обвязку на ряд выше последнего отверстия. Вытягиваем нить из петли и выводим ее на изнаночную сторону. Далее фиксируем нить с помощью узелка и прячем кончики под петли по изнаночной стороне.
В итоге размеры овального донышка получились 27 на 14 сантиметров. Приступим к вязанию корпуса. Для этого разворачиваем донышко изнаночной стороной вверх. Начинать вязание стеночек будем с того места, где закончили вязание донышка. Первый ряд вяжем за верхнюю часть полукосички. Берем джутовую нить в 2 сложения. Оставляем небольшой свободный конец, его мы сразу будем ввязывать в изделие. Вводим крючок в центр косички, захватываем рабочую нить и провязываем первый столбик. И далее продолжаем вязать первый ряд столбиками без накида. Не забываем вытягивать нить до уровня петли, находящейся на крючке, а после провязывания подтягивать нить. Таким же образом далее провяжем самостоятельно до конца ряда. Заканчиваем вязание первого ряда. Для этого вводим крючок в центр первой петли, захватываем нить и протягиваем сквозь петлю на крючке. Со второго ряда начнем вязание основным узором по спирали без замыкания каждого ряда. Для этого пропускаем первую петлю от крючка и со второй начинаем вязание столбиками без накида в раскол петли. Для этого вводим крючок в центр галочки. Смотрим, чтобы и с обратной стороны крючок тоже вышел из центра петли. И в эту же петлю провязываем еще один такой же столбик. Если где-то петелька ложится неровно, лучше сразу расправить нить. Это влияет на общий внешний вид изделия. Далее по узору пропускаем одну петлю и в следующую провязываем снова 2 столбика без накида в раскол петли. Таким же образом будем чередовать далее до конца ряда. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем 2 столбика без накида в раскол. Довязываем ряд до конца. У нас четное количество петель по кругу, а раппорт узора составляет 2 петли. Все совпадает, провязываем последнее удвоение в данном ряду. Как уже говорила ранее, далее вяжем по спирали. Не переживайте, могу уверить, что после завершения вязания корпуса этот переход будет практически незаметным, тем более в данном месте мы будем крепить лямку рюкзака. Обратите внимание, вот наши 2 петли, провязанные в одно основание. Во всех последующих рядах мы будем первую петлю пропускать, а во вторую провязывать снова 2 столбика без накида в раскол. С обратной стороны теперь ножки петли стоят гораздо шире, так как мы пропускаем одну петлю. Снова напоминаю о главном правиле вязания. При захвате вытягиваем нить до уровня петли на крючке, а после провязывания подтягиваем нить. Так наши столбики будут ровными, одинаковой величины, с минимальными просветами между ними.
Все последующие ряды вяжем абсолютно аналогичным способом по спирали. Я провязала около 10 рядов. Хочу показать вам место перехода. Все выглядит достаточно аккуратно и практически незаметно. А самое главное, изделие получается бесшовным как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Данный узор достаточно хорошо держит форму, но в то же время он не сильно жесткий, что позволяет драпировать изделие в верхней части рюкзака. Когда выбирала узор для вязания корпуса, перепробовала 5 вариантов и только на 6-м смогла остановиться. Джут очень специфический материал, и не все узоры оправдывают ожидания. Те узоры, которые хороши в шнуре или трикотажной пряже, не всегда выигрышно выглядят из джута. Данный узор похож на многим известный узор диагональ, который более подходит для вязания корзин, так как он значительно плотнее. Здесь диагональ также присутствует, но она менее выражена, а сам узор вяжется значительно проще и быстрее. В узоре диагональ вяжем не в раскол второй петли, как в данном узоре, а в раскол пропущенной петли на ряд ниже. И это увеличивает плотность узора. Например, для вязания сумки по типу шопера данный узор мог бы подойти. Но если необходимо стягивать изделие в верхней части, как в торбе или рюкзаке, лучше использовать предложенный мною вариант. Итак, я провязала 30 рядов. Высота стеночек составляет 27 сантиметров. Далее необходимо будет выполнить обвязку верхнего края. Перед этим советую сразу выполнить влажно-тепловую обработку. Проглаживать будем через плотную ХБ ткань на среднем уровне пара и температуры без сильного нажатия. Для этого лучше всего разместить корпус рюкзака на гладильной доске. И далее будем постепенно поворачивать и проглаживать по кругу. Также можно аккуратно прогладить и с внутренней стороны. После ВТО придаем форму изделию, расправляя его. Особое внимание уделяем тем местам, где это необходимо. Теперь необходимо определиться, где будем заканчивать ряд и переходить к обвязке края. Это место начала вязания корпуса. Складываем изделие в верхней части и находим место, где переход будет менее заметен. Здесь мы закончим вязание последнего ряда и начнем делать обвязку. Постараемся как можно лучше сгладить ступеньку. Для этого при вязании заключительных петель не будем высоко вытягивать нить. Таким образом провязанные петли будут меньшего размера. Для обвязки будем вводить крючок в центр верхней косички, захватывать нить и протягивать сквозь петлю на крючке. Стараемся петли делать одинаковой величины и обращать внимание на то, чтобы обвязка не стянула край изделия. Провязываем заключительные петли обвязки и далее можно обрезать нить и формировать завершающую петлю.
Далее через одну петлю вводим крючок под обе дужки, захватываем нить и возвращаем в то место, откуда вышла нить из петли. Выводим нить на изнаночную сторону, фиксируем при помощи узелка и прячем кончики под петли по изнаночной стороне. Чтобы приступить к вязанию клапана, необходимо точно знать его ширину. Для этого предварительно нужно либо установить утяжку, либо, как в данном случае, сделать внутреннюю застежку. Для этого складываем корпус строго пополам и находим крайние боковые точки. Для удобства обозначаем их маркерами или просто отрезками нити. В этих местах будут крепиться с одной стороны полукольцо, с другой стороны карабин. Для крепления данных деталей свяжем небольшие ремешки. Длина их будет зависеть от того, насколько вы хотите стянуть верх изделия. Для этого буду обвязывать полукольцо столбиками без накида. Свободный конец нити сразу вяжу в изделие. Провязываю столько столбиков, сколько помещается на данном участке. Далее делаю одну петлю подъема и разворачиваю вязание. Начинаю новый ряд с третьей петли от крючка. Вязать буду за заднюю стенку полукосички соединительными столбиками. Так ремешок будет более плотный. По желанию можно связать обычными столбиками без накида. Снова петля подъема, разворачиваем вязание и повторяем те же действия. Вяжем аналогичным способом до нужной длины. С одной стороны ремешок с застежкой я пришила, со второй пришьем вместе с вами. Желательно связать одновременно два ремешка. Не обрезая нить, примерить и определиться с размерами, устраивает ли он вас. Размеры ваших карабинов полуколец могут отличаться от моих, и тем самым будет различная степень стягивания верха рюкзака. После застегивания, соответственно, станет и понятен размер клапана. Обрезаем нить и оставляем небольшой свободный конец для присоединения. Для этого буду использовать гобеленовую металлическую иглу. Она очень удобна в применении. У нее тупой конец и достаточно широкое ушко. Можно использовать и пластиковую, но, как убедилась на собственном опыте, они очень быстро ломаются.
Чтобы не были заметными стежки, на самом рюкзаке буду выводить иглу в центр косички, верхней обвязки края рюкзака. Возвращаю иглу назад в центр следующей косички. Для закрепления нити прохожусь еще раз. На самом ремешке захватываю обе части косички. Закрепляю нить с помощью узелка с изнаночной стороны и прячу свободный конец под петли. Теперь необходимо пришить магнитную кнопку. Измеряем расстояние боковинки и находим центр. Пришивать лучше с помощью бесцветной мононити и тонкой бисерной иглы. Мононить также можно заменить на нить, подходящую под цвет к джуту. Пришиваем поочередно каждое ушко, нить можно не обрезать, а проводить аккуратно под петлями. Прежде чем приступить к вязанию клапана, нам необходимо точно просчитать его размеры. Пришивать его будем с той стороны, где начинали вязание стенок. Как уже говорила ранее, здесь также будут пришиваться и лямки рюкзака. Для этого считаем количество петель по данной стороне. У меня получилось их 22. Набирать для клапана буду 18 петель, то есть на 4 меньше, так как по 2 петельки с каждой стороны добавит еще обвязка клапана. Набираю 18 воздушных петель для клапана. Первую петлю в счет не беру, затягиваю ее хорошо для фиксации вязания. Делаю еще одну воздушную петлю подъема. Для симметричности клапана с обеих сторон вязать будем первый ряд за заднюю перемычку. Первую петлю провязываем во вторую перемычку от крючка. Для удобства немного помогаю себе левой рукой. Вяжем обычными столбиками без накида. Так провяжем самостоятельно до конца косички. Провязываю последнюю петельку, расправляю вязание и для надежности пересчитываю количество петель. Далее делаю воздушную петлю подъема и разворачиваю вязание. Свободный конец нити подниму на рабочий ряд и ввяжу сразу в изделие. Начинаем вязание второго ряда в третью петлю от крючка. Вяжем обычными столбиками без накида за обе стенки косички.
И снова не забываем вытягивать нить до уровня петли, находящейся на крючке, а после провязывания подтягивать. Провязываем последнюю петельку второго ряда и обрезаем оставшийся конец нити. Снова делаем петлю подъема и в третью петлю от крючка начинаем вязание. Хочу обратить ваше внимание, последняя петля ряда – это петля подъема предыдущего ряда, и она выглядит в виде двух перемычек. Вводим крючок именно в центр между двух перемычек. Таким образом у нас образуется ровный край изделия как с одной, так и с другой стороны. Таким образом, для клапана я провязала 18 поворотных рядов. Обязательно примеряйте клапан к своему рюкзаку. Возможно, вам захочется клапан большего или меньшего размера. Пропорционально клапан должен занимать примерно половину высоты рюкзака. Перед обвязкой не забудьте сделать влажно-тепловую обработку клапана. Приступаем к обвязке. Вязать будем столбиками без накида, по одному столбику в каждое отверстие между рядами. Делаем одну петлю подъема и провязываем первый столбик без накида между последним и предпоследним рядом. Так продолжаем далее до поворота. В каждый угол будем провязывать по 2 петли. Далее продолжаем вязание столбиками без накида в каждую петлю за обе стенки косички. Следующий угол также провязываем 2 столбика без накида. И снова продолжаем вязание с данной стороны по одному столбику без накида между каждым рядом.
Снова в данный уголок провяжем 2 столбика без накида. Далее по верху клапана будем вязать соединительными столбиками, при этом вводить крючок в центр косички и протягивать сквозь петлю на крючке. Теперь сделаем обвязку соединительными петлями, далее по периметру клапана. Делаем одну петлю подъема и продолжаем вязать соединительными петлями. В данном уголке мы уже удваивать ничего не будем, а для закругления просто провязываем соединительными петлями в каждую петлю предыдущего ряда. Далее продолжим обвязку таким же образом до конца самостоятельно. Наш клапан готов. После обвязки рекомендую еще раз провести влажно-тепловую обработку. Напомню, что от излишней влаги изделие теряет жесткость, поэтому проводим быстро, легкими движениями. И сразу же расправляем и придаем нужную форму. Присоединяем клапан к корпусу. Напоминаю, что это необходимо делать с той стороны, где мы начинали вязание стеночек. Располагаем клапан ровно от края до края корпуса. Вводим крючок в центр косички обвязки корпуса, захватываем нить из-под низу, протягиваем ее через петлю на корпусе и через петлю на клапане. И так продолжаем далее поочередно со всеми последующими петлями. Стараемся петли вытягивать одинаковой величины и обращать внимание на то, чтобы соединение не стягивало край изделия. Продолжим далее самостоятельно до конца. Вот такое в итоге получается соединение, все аккуратно, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Лямки рюкзака будем вязать в одну нить крючком номер 4. Так они будут менее жесткими. И сразу оставляем свободный конец нити длиной около полуметра для пришивания. Делаю первую воздушную петлю, хорошо затягиваю и в счет ее не беру. Далее набираю цепочку из 5 воздушных петель. Делаю одну воздушную петлю и буду вязать поворотными рядами столбиками без накида. По своему усмотрению можно набрать большее количество воздушных петель и сделать лямочки более широкими.
Делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и в третью петельку от крючка начинаем вязать снова столбики без накида. Не забываем провязывать последнюю петлю, она выглядит в виде двух перемычек. Вводим крючок между ними. Продолжим далее вязание самостоятельно. По окончанию вязания также оставим свободный конец нити длиною в полметра. Я провязала полотно общей длиною 1 метр 50 сантиметров. Лямочки будут плавно переходить в ручку. Расчет такой: на каждую лямочку по 65 сантиметров, на ручку рюкзака 20 сантиметров. В сумме получается 65 плюс 65 плюс 20 – 150 сантиметров. Складываем полотно пополам и обозначаем середину. Перед пришиванием обязательно нужно провести влажно-тепловую обработку. Лямочкам советую уделить особое внимание, прогладить их как можно тщательней, хорошо пройтись паром. Необходимо это сделать с обеих сторон, чтобы вязаное полотно было как можно менее грубым и жестким. Далее хорошо расправляем, придаем форму, чтобы изделие не вытягивалось во время носки. Пришивать буду в одну нить с помощью гобеленовой иглы. Аккуратно завязала узелок и зафиксировала нить с изнаночной стороны. Еще раз проверяю ровное расположение ручки, чтобы в итоге лямки вышли одинаковой длины. Пришивала интуитивно, не знаю, как называются правильно эти стежки, попытаюсь объяснить. По изнаночной стороне делала шаг вперед, а по лицевой возвращалась на шаг назад. Чтобы стежки выглядели аккуратно, прошивала в месте углубления между рядами на лямке. Далее, чтобы не обрезать нить, провожу ее под петлями по изнаночной стороне. Далее вывожу нить на лицевую сторону и аналогичным способом пришиваю вторую лямку. Для надежности крепления решила прошить еще раз, только на ряд ниже. Затем снова проведем нить по изнаночной стороне и пришьем вторую лямку таким же образом.
Теперь пришивать лямки будем в нижней части. Для этого мы оставляли свободные концы нити в начале и в конце вязания. Чтобы пришить симметрично, буду ориентироваться по цепочке из соединительных петель на донышке. В нижней части пришивать значительно сложнее, чем в верхней, но в принципе все возможно. Аналогичным способом сделаю также прошивку и на ряд выше. Аккуратно закрепляю нить при помощи узелка и прячу под петли свободный конец. Мы на финишной прямой. Осталось по желанию пришить либо магнитные кнопки, либо установить замочек-защелку. Находим середину клапана и отмечаем ее маркером. Далее маленький лайфхак. Нужно для начала выкрутить миниатюрные шурупики. Если у вас нет специальной отвертки, выручит в данной ситуации кухонный нож с очень тонким концом. Он отлично справляется с данной задачей. Располагаем замочек по центру и далее можно воспользоваться помощью ножниц. Главное, чтобы их концы не были слишком острыми, чтобы не повредить вязаное полотно. Проделываем данные манипуляции как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Проверим еще раз симметричность расположения замка. Теперь можно вкручивать назад шурупы. Одеваем вторую часть замочка и устанавливаем его на корпус рюкзака. Клапан при этом должен располагаться параллельно донышку. Продеваем зубья в корпус и фиксируем их, зажимая с внутренней части рюкзака. Скажу честно, я очень довольна осталась результатом. Рюкзак получился именно таким, каким я его себе представляла. Надеюсь, и вам он тоже понравился. Буду рада услышать ваше мнение в комментариях. Всем спасибо за внимание, до новых творческих встреч!